Также большая полка с контрацептивами, потому что это отдельная работа нашей клиники, да, рассказывать про методы контрацепции, которые существуют. Мы рассказываем это девушкам и женщинам, потому что, к сожалению, здесь мужчины не считают, что они должны заботиться об этом вопросе, только проблемы женщин. Всем привет, это Никарагуа. Мы встретились в клинике с Ксенией, врачом-педиатром. Привет. Она расскажет, как здесь оказалось. Поехали. Почему Никарагуа? В 2022 году я познакомилась со своей коллегой, которая сюда уже приезжала. И она мне рассказала, что она здесь работала, и ей очень понравилось. И в тот момент я подумала, классно, я бы тоже хотела попробовать. Но на тот момент не было возможности сюда приехать. И потом, когда я оказалась в Аргентине, пожила в Аргентине, подумала, что да, сейчас могу себе позволить съездить в Никарагуа, решила именно в Никарагуа, потому что мне сказали, что здесь больше детей, если честно. Ты педиатр, и да, я детей. Педиатр, и поэтому решила, что поеду-ка я лучше в Никарагуа, потому что там больше детей, и мне так будет комфортнее. А в Аргентине не было детей? Ты же в Аргентине вроде была. Нет, в Аргентине я просто жила, я там не могла работать как врач. Вот. И там не было таких волонтерских организаций, там я попыталась подать заявку на работу во «Врачи без границ», но они дают контракт только на год, то есть меньше года ты у них работать не можешь. Ты не можешь выбрать место, куда тебя отправят. То есть там есть, например, у них локации в Аргентине, «Врачи без границ», где они тоже помогают, но ты не можешь сказать, я вот хочу именно в Аргентине работать. Но они платят зарплату. Они платят зарплату, да, каждый месяц они платят зарплату, ты заключаешь контракт, и ты не можешь работать вместе со своей семьей. То есть ты должен год без семьи, без своей прожить. А легализацией это сама организация занимается в той стране, куда отправляют врача? Да, я думаю, что да. То есть им не нужны какие-то международные твои сертификаты, просто дипломы и все. Ты можешь подать заявку, также собеседование провести и поехать работать. Но вот единственная загвоздка, что это на год минимум. Ты не готова была на год? Нет, конечно, нет. Хорошо, ты выбрала именно эту клинику. Почему? Еще есть некоторые клиники также. Ну, опять-таки, потому что я уже про нее знала. То есть мне про нее рассказала моя коллега еще в 2022 году. Потом, когда я приехала в Аргентину, я познакомилась с еще одной коллегой, которая здесь уже работала и вот-вот только вернулась. И решила она вернуться в Аргентину пожить после работы в этой клинике. И я подумала, что ну все, пазл сложился. Плюс организаторы русские, это как-то более комфортно. И собеседование даже на русском мы проходили. Да. А тяжелое собеседование было? Кого-то отсеивают? Не всех берут? Нет, не всех берут. Я не знаю, по каким критериям. Они там лично свои критерии какие-то рассчитывают. Да, первое, что ты пишешь, это заявку, типа мотивационного письма, и прикладываешь все свои документы, свой опыт, где ты работал. Вот, потом с тобой связывается рекрутер, назначается дата первого собеседования. На первом собеседовании больше она рассказывает про саму клинику, чтобы ты понимал, куда ты собираешься ехать, да, что это не отель 5 звезд, где все чего включено. Не хватает. Раз, два, три, 4, 5. Да. Вы готовы? Да, и она сразу объясняет, какой режим работы, да, с какими сложностями ты можешь столкнуться. И потом уже спрашивает тебя, почему ты хочешь именно сюда поехать. Почему? Вот. Почему? Ну, во-первых, потому что я люблю свою работу. Мне нравится медицина, и мне нравится работать в медицине, нравится помогать людям. Во-вторых, я считаю, что это очень крутой опыт работы именно, которая выходит из зоны твоего комфорта. То есть тебе нужно, во-первых, принимать на другом языке, разговаривать с людьми на другом языке, понять их,
объяснить им, что им нужно делать, как им можно помочь, да, это прям, на мой взгляд, это очень крутой опыт. И плюс условия ограниченных ресурсов, да, то есть где ты не можешь воспользоваться иногда даже интернетом, потому что у тебя его здесь нет. И это такая крутая проверка на прочность. Ну, либо каких-то препаратов нет. Либо каких-то препаратов нет, да. То есть что-то придумать, это, знаешь, как из разряда записки юного врача, когда его там отправили в деревню, да, и он между операцией бегал в соседнюю комнату, листал учебник и смотрел, как делать те или иные манипуляции. Ну, потому что ты не можешь все держать в своей голове, естественно, но это очень помогает тебе развиваться как врачу. Подписавшись на наш канал, вы всегда будете в курсе последних новостей и сможете получить ответы на все интересующие вопросы. Пожалуйста, оставляйте ваши вопросы в комментариях. Мы с радостью ответим на них и зададим их нашему следующему гостю. Ваши комментарии помогут нам улучшить наш контент, сделав его еще более полезным и интересным. Мы очень ценим вашу поддержку, будь то распространение наших видео среди друзей или донаты. Ваша помощь позволяет нам продолжать путешествовать и делиться актуальной информацией о жизни за границей. Узнать больше о том, как поддержать наш проект, вы можете по ссылкам в описании. Спасибо, что остаетесь с нами. Ты сюда приехал уже зная испанский язык? Да, ты не можешь сюда приехать без знания испанского языка. Тебя в любом случае готовят. То есть сначала ты начинаешь готовиться сам до уровня А1, потом тебе могут предоставить преподавателя испанского, очень замечательный преподаватель, на который работает с волонтерами, Татьяна ее зовут. Вот. И за минимальную оплату она тебя готовит к поездке. У нее специально разработаны лекции. То есть ты готовишься именно по ее материалам, она тебе дает видео, аудирование, чтобы ты понимал акцент. То есть я изначально уже попросилась приехать именно в Никарагуа, потому что здесь больше детей. И готовилась именно к никарагуанскому акценту, потому что в этом тоже есть сложность. Например, в Аргентине другой акцент, здесь другой акцент. И иногда это сложно понять. Первые 2 недели я была в шоке, если честно. И это такое ощущение, что я ничего не учила 6 месяцев. То есть ты в Аргентине, рассказывал, ты жила, просто не работала? В Аргентине... Одна или как? Нет, я жила с семьей 1,5 года. Я работала онлайн. И, получается, готовилась к поездке. Онлайн-консультации у тебя были? Да. Ну, не только онлайн-консультации. Я веду блог для родителей про здоровье детей, организую различные курсы, обучающие для родителей там, по введению прикорма, по правилам первой помощи, про насморки, про ОРВИ, про различные состояния, которые очень часто встречаются у детей, которые нужны, о которых нужно знать родителям. Да. И веду такую, можно сказать, просветительскую деятельность в своем блоге, потому что у нас очень много мифов, очень много ненужного лечения назначается, и что очень-очень меня огорчает. И когда я работала в России, например, это было очень сложно. То есть у тебя может на прием уйти 15 минут, да, то есть там ребенок пришел с банальными симптомами, ты говоришь, вам надо его поить, жаропонижающее, если ему плохо, и наблюдать. Но родителю этого недостаточно. Он такой, в смысле? Мне ничего не назначат? Почему? И вот тут вот начинается вот этот огромный пласт, вот эта дырка, которую нужно где-то, не знаю, полчаса только на объяснение того, почему вам не нужно ничего сейчас делать. Вот. Это наш... Ну, мне кажется, это больше наш вот именно российский менталитет, то, с чем я столкнулась. И в Аргентине в том числе очень было много запросов на консультации, которых я не могла осуществить в силу того, что у меня нет лицензии, а люди искали именно русскоговорящего врача, потому что им всем казалось, что их там местные врачи обманывают или что-то им не договаривают. В смысле у моего ребенка все muy bien, todo bien, все хорошо, такого не может быть. Я же вижу, что вот он что-то там не так с ним. А им просто нужно объяснить, почему все хорошо, почему не нужно лечить. Просвети нас. Ты сказала, в Аргентине была с семьей. Да. То есть ты
оставила своего ребенка с мужем и полетела лечить других детей. Да. Потому что когда ты врач, когда ты профессионал, когда ты горишь своим делом, ты всегда живешь несколькими жизнями, да. В одной жизни ты мама, жена, которая занимается домом и семьей, а в другой жизни ты врач, который занимается своими пациентами. И педиатр — это такая специальность, на мой взгляд, около не то чтобы чисто врачебная, но еще очень много с психологической точки зрения. Мы коммуницируем много с родителями, то есть мы растим чужих детей. У меня подход такой: мне не нравится, когда ко мне пришли и ушли, и я не знаю ничего про этого ребенка. Мне очень важно знать, что с ним на данный момент стало все хорошо, что потом у него тоже все хорошо. И вот этот подход, как у нас, например, в поликлинике, да, участковости, когда вот ты ведешь эти улицы, кучу-кучу домов, ты их там обходишь, следишь за ними. Это классно, с одной стороны, потому что, да, вот эти дети, они растут на твоих глазах, и родители себя чувствуют защищенными. Единственное, что эта система, она не работает в пользу врачей, то есть врач не может так функционировать долго. Но я эту систему под себя немножечко адаптировала, то есть я ушла в частную практику, и все мои семьи, они как бы онлайн рядом со мной, да, то есть я в любой момент могу им помочь, подсказать, поддержать, сказать, что да, сейчас ребенок болеет, да, сейчас вам сложно, но через 3 дня ему станет легче. Если ему не станет легче, вы всегда можете ко мне снова обратиться, вы всегда можете спросить. Я не кусаюсь. То есть вот это важно для родителей. Коммуникация очень важна. То есть ты сначала начала офлайн, а потом перевела всех на онлайн. Ну, в России офлайн, естественно, да. А потом, когда я уехала, для меня было, конечно, удивительно то, что я думала, знаешь, как не бывает незаменимых людей. На самом деле, оказывается, ну, бывает, ну, не знаю. По крайней мере, мне очень много до сих пор пишут пациентов, моих очных, которые меня до сих пор ждут, и очень рада, что я сейчас поеду в Россию. Да. Здесь клиника вообще как работает? С каким графиком работает? Начинаем мы в 8 утра и заканчиваем в 4 дня. Суббота-воскресенье? Суббота, воскресенье, выходной. И какое количество детей вообще в вашем округе живет? Статистику мы не ведем так, чтобы знать, сколько детей конкретно живет, но просто даже если ты прогуляешься вот здесь рядом с клиникой, в каждой семье есть дети. Как мы говорили уже тебе, здесь есть проблемы с контрацепцией, да, люди не знают, что это такое. И поэтому рождается много детей, да, и все они болеют обычными среднестатистическими болячками, ОРВИ, кишечные инфекции. И родители здесь, которые рядом живут, они знают, что они могут всегда сюда обратиться. То есть и в целом они обращаются даже в тот момент, когда можно было бы и не обращаться. Первый день болезни, только температура и больше ничего. Но они все равно приходят, ты, конечно, их осматриваешь, этих детей, даешь им там базово жаропонижающие средства, объясняешь, что надо поить ребенка, за какими симптомами надо следить. И если становится хуже, то рекомендуешь возвращаться в клинику для дальнейшего уже лечения, если это необходимо. А ты оказываешь медицинскую помощь всем детям без исключения, то есть новорожденным? Да, конечно. Любого возраста? Любого возраста, да. Здесь есть новорожденные? Были случаи? 2-недельный ребенок приходил, да. И причем они приехали вообще даже не рядом здесь, они живут, Эль-Вьеха называется. Это, мне кажется, в 2 часах отсюда. То есть им бы в целом ближе было бы добраться до госпиталя там, в той же самой Чинандеге, чем сюда ехать. Но насколько я знаю, что многие люди приезжают сюда именно за отношением к ним. Потому что здесь, в Никарагуа, местные врачи, они такие, знаешь, как у нас вот врачи постсоветского пространства. Очень холодные, такие, что пришел, что надо. Что болит? Что болит, ничего не болит, у тебя иди. Все, ты все придумал. Ну, это ненормально. И они знают, что здесь волонтеры, которые приезжают из разных стран, естественно, у большинства волонтеров все-таки лучше налажена коммуникация, чем у местных врачей. И к ним не относятся как-то неподобающе, да, что вот они тут.
Вы за границей, вдали от дома и нуждаетесь в медицинской помощи? Доверьтесь компании Росмедицина, вашему надежному партнеру в области здравоохранения. Мы специализируемся на предоставлении экстренной медицинской помощи в России и странах Латинской Америки. Наши главные приоритеты – здоровье и благополучие наших пациентов. Мы сотрудничаем с лучшими международными госпиталями и службами экстренной помощи, известным своим высоким уровнем медицинской экспертизы и современным оборудованием. Вы можете обратиться в страховую компанию и сообщить о желании получить медицинскую помощь в компании Росмедицина, согласно вашей страховой программы. При нескольких таких обращениях застрахованных ваша страховая компания заключит договор с нашей клиникой, чтобы вы могли напрямую обращаться в Росмедицина и ничего не доплачивать. Наши услуги включают экстренную госпитализацию и медицинскую эвакуацию, медицинский туризм, а также роды за границей с возможностью оформления второго гражданства для детей. 5 причин, почему стоит выбрать компанию Росмедицина. Первое. Лицензированная международная клиника с более чем 10-летним опытом работы. Второе. Возможность встречи и проводов пациентов в аэропорту на автомобиле скорой помощи. Третье. Предоставление медицинского самолета для транспортировки больных туристов на родину. Четвертое. Опытные травматологи-хирурги, специализирующиеся на реконструктивных операциях. Пятое. Возможность получения финансовых бонусов и компенсации расходов на лечение. Если вы нуждаетесь в экстренной медицинской помощи, доверьтесь компании Росмедицина. Медицинские специалисты сделают все, чтобы обеспечить вам максимальное спокойствие и уверенность в вашем лечении. Подробная информация в описании под этим видео. Клиника предоставляет вам медикаменты, препараты. Да, да. Зависит все, конечно, от ситуации финансовой, да, возможностей, от донатов. Но мы пишем там листок, да, с медикаментами, которые нам необходимы, и по возможности их докупают. Да. То есть клиника живет полностью только от донатов. Да, да. Чтобы поддержать клинику, можно перейти по ссылке в описании и поддержать. Спасибо, да, это действительно очень важно для клиники, для Твои людей. цели на будущее? Ты здесь как, надолго, до пенсии? Нет. И как я сказала уже, что меня привлекло в этой клинике, что здесь можно поработать только 2 месяца, да, потому что я не могу долго все-таки без своей семьи. И потом я возвращаюсь в Россию, готовлю свой испанский до уровня B2, сдаю экзамен Дели, он называется. И после этого экзамена подаю документы в Испанию онлайн для homологации диплома и жду ответа. Вот. Как я получу документы о том, что мои дипломы подтверждены, буду искать работу в Испании. Возможно, еще подумаю что-то насчет онлайн. Сейчас много ответвлений в медицине, это очень интересно, актуально. Просто пока что для меня это темный лес в плане там медицинской статистики, наука, все это. Врач-консультант в различных стартапах, по разработке приложений, кучу всего можно найти. Просто нужно именно на это ресурсы, время, язык. Да, потому что желательно, конечно, не только испанский, но еще и английский подтянуть. А почему именно Испания? Из-за языка. Потому что, честно, я не готова учить там еще какой-то третий язык. Вот. Я хочу попробовать работать за границей. Ну, в Латинской Америке все испанские знают почти, кроме Бразилии. В Латинской Америке не хочу оставаться, потому что, ну, например, смотри, можно было бы попробовать в Мексике. Вполне очень неплохой вариант. Мы были в Мексике, жили месяц, но мне не зашло. Вот именно ощущение того, что ты прям не дома. А где были? В Мехико? В Мехико-Сити, да. И мне не понравилось. Потом мы прожили, да, вот в Аргентине 1,5 года. В Аргентине было очень круто. Мне очень понравилось в Буэнос-Айресе, потому что и архитектура близко к Питеру, да, и много различных возможностей для ребенка, кружки, занятия, частные школы, все что угодно. Экономика полная. То есть
Если я представляю, что я иду работать там, в государственную больницу, и каждый месяц мне будут пересчитывать вот эту зарплату в песо, я там пообщалась с девочкой, которая работает медсестрой, ну, на рубли она там получает около 100 тысяч рублей, работая на 3 работах. Ну, как бы, на эти деньги в Буэнос-Айресе ты не будешь жить хорошо, особенно сейчас. И я решила, что, наверное, нет. Надо найти какую-то по вайбу близкую страну и с более стабильной экономикой. И я поняла, что в целом это Испания. А в Испании жили? Нет. Смотрели? Нет. Надо попробовать. А то потом скажешь что-то... Возможно. Как же Мехико-Сити? Возможно. Но кто знает, надо попробовать. Развитие клиники, вот где мы находимся, оно вообще какие цели ставит на будущее? Я так понимаю, что они хотят именно сделать так, чтобы здесь, в этой клинике, появился постоянный врач на постоянной основе, то есть необходимо ему оплачивать зарплату, чтобы он здесь находился. Дальше, чтобы у них был постоянный приток средств для того, чтобы помогать пациентам более, так скажем, не то что более хорошо, а как сказать-то? Обеспечено? Да, обеспечить полностью клинику, потому что иногда не хватает там базовых каких-то препаратов, то есть нам приходится говорить, вам придется это купить самостоятельно, да, потому что на данный момент у нас этих препаратов в клинике нет. Там период был, вот, пока не закупили, снова даже жаропонижающие закончились. То есть вот эти механизмы надо наладить, чтобы все было стабильно, чтобы были постоянно деньги в клинике, на которые клиника будет жить. А дальше уже по поводу процветания, мне кажется, здесь можно развернуться в плане всяких обучающих программ для местных. Потому что все равно, даже мне кажется, за то время, пока клиника здесь существует, местные немножечко изменились. То есть если когда только-только клинику строили, у местных даже не было электричества, там, солнечных батарей, телевизор, что это такое, и холодильник, плита, нет вообще, то сейчас в некоторых вот их пластиковых из полиэтилена домах появляются телевизоры. Некоторые готовят уже, да, там на плите с газом, который они привозят отдельно. Кто-то покупает солнечные батареи, там у них есть электричество, иногда у некоторых есть холодильники. Вот. То есть потихонечку, и мне кажется, есть в этом заслуга клиники, потому что все равно местные приходят, и они общаются с волонтерами. Например, здесь вот мы подружились с одним молодым человеком, который учит английский. Он к нам пришел, говорит, можете со мной разговаривать только на английском? Мы говорим, да, вообще без проблем. И вот ему интересно, да, что мы делаем, как мы живем, а как у нас в стране принято. И мне кажется, это хорошая мотивация для людей, чтобы что-то в своей жизни поменять. Например, занятия спортом тем же самым. Здесь очень много пациентов, которые приходят с суставными болями. И на самом деле это проблема не только здесь, да, там и в России точно так же. Очень сложно объяснить пациенту, что вот, нет волшебного средства, да, чтобы у вас перестали болеть суставы. Особенно если это возрастной человек. Вам нужно делать просто зарядку ежедневно. То есть чем больше мы двигаем нашими суставами, тем больше вырабатывается межсуставной жидкости, тем меньше они будут болеть. И они этого не понимают, типа, как, а таблетку, а может быть какие-то витамины, а коллаген вот я пью каждый день, а что, мне не помогает, что ли? Вот. И здесь местные тоже сами такие, зарядка, что это такое? А когда мы с доктором выходим на пляж делать каждый вечер зарядку, они так, типа, что они там делают такое? Ого! И местные дети, они к нам присоединяются и делают вместе с нами. Ну, им интересно. Да. Йогу еще покажите. Да, йога, да, все включено. Так, это наша клиника. Здесь 2 консультории. Обычно в этой мы принимаем взрослых.
Все, что необходимо для приема, у нас находится здесь. В ноутбуке мы ищем историю болезни, оформляем пациента, если истории болезни нет. Здесь у нас находятся различные препараты для экстренной помощи, аптечки для экстренной помощи. Здесь оставлены материалы для перевязки, потому что к нам должен прийти завтра пациент на перевязку. Кстати говоря, по выходным мы не работаем, но экстренных пациентов и тем, которым необходимы какие-то процедуры, мы все равно по выходным принимаем. Вот здесь консультория для деток. Я здесь оставила специально брошюрки, чтобы выдавать им, как правильно чистить зубы, почему это нужно делать. Потому что некоторые здесь не знают, что, оказывается, нужно чистить детям зубы. Вот. Что еще? Здесь также у нас находятся аппараты КГ, если необходимо. Мы делаем здесь ЭКГ. Также аппарат УЗИ. Но не для всего. Конечно, скрининг при беременности мы здесь сделать не сможем на этом аппарате. Больше для такой экстренной необходимости. Вы сами все расшифровываете? И, слушай, иногда все-таки я, например, посылаю коллегам своим функциональной диагностике ту же самую ЭКГшку я могу посмотреть, но если у меня есть какие-то сомнения, я лучше отправлю еще раз пересмотреть, перепроверить. Вот здесь вот стоит небулайзер, которым недавно мы пользовались для ребенка с дыхательной недостаточностью при обструктивном бронхите. Тоже есть возможность помочь. Дальше, когда мы все посмотрели, оценили пациента, все оформили, мы понимаем, какие препараты ему необходимы, и идем в нашу фармацию, где у нас здесь находится все, что нам может понадобиться. Лекарственные средства, материалы для перевязок, материалы для постановки капельниц, для инъекций. Также холодильник, да, для хранения лекарственных средств, которые мы не можем хранить вне холодильника. Например, инсулин, который частенько требуется нашим пациентам с сахарным диабетом 2 типа, который плохо контролируется. Также здесь есть пациенты с сахарным диабетом 1 типа, но их очень мало, к сожалению, потому что они здесь не доживают до взрослого возраста в силу того, что нету препаратов и нету врачей, которые могут контролировать их симптомы. Не то, что в нашей клинике, а в принципе в Никарагуа, я так поняла, есть такая проблема. Ну, в целом, все базовые препараты, которые необходимы, у нас есть там для лечения кишечных инфекций, для предотвращения обезвоживания, для капельниц, да, физраствор, глюкоза. Также большая полка с контрацептивами, потому что это отдельная работа нашей клиники, да, рассказывать про методы контрацепции, которые существуют. Мы рассказываем это девушкам и женщинам, потому что, к сожалению, здесь мужчины не считают, что они должны заботиться об этом вопросе, только проблемы женщин. И дальше наша уже именно наша часть для отдыха. Вот, например, доктор тут отдыхает. Кухня, там, где мы обедаем и отдыхаем в перерывах между пациентами. Какие были случаи, по твоей памяти, которые ты здесь работаешь, тяжелые, где вы оказали медицинскую помощь, помогли реально пациенту? Дыхательная недостаточность, например, при обострении бронхиальной астмы с одышкой. Пришел ребенок, да, очень тяжело дышал, выраженная одышка была. У нас есть небулайзер, есть препараты, которые расширяют бронхи. Здесь же на месте мы сделали ингаляцию, понаблюдали, стало легче, выписали лечение. Также есть, например, небулайзер, да, вот как там стоит. А есть дозированный ингаляционный аэрозоль такой, который как астматики, знаешь, в фильмах пользуются. Вот, у нас такие тоже есть, и мы можем выписать на дом. Единственная проблема с детьми, что им нужно пользоваться вот этим дозированным аэрозольным ингалятором через специальную такую банку, это называется спейсер.
которой у нас, естественно, нет. Это дорого, вот. И не все местные могут купить. Но мне коллега одна подсказала, что можно взять просто бутылку пластиковую из-под Кока-Колы, например, и сделать из этой бутылки как спейсер. Туда вставляешь этот аэрозольный ингалятор, все, пшикаешь, ребенок получает свою терапию. Вот, например, так, да. А если бы не было клиники, ну, непонятно, возможно, бы родители бы и доехали до госпиталя, но... А может быть и нет, потому что сидели бы, ждали бы, а может сейчас полегче станет. Потому что они же не понимают, что происходит. Ну, как бы дышит тяжело, ну, что вроде как дышит же, да. Вот. Другой случай был, женщина приехала с острой болью в животе. Но здесь, естественно, мы здесь ничего не можем сделать, хирургии у нас никакой нету. Ее направили в госпиталь, нашли транспорт для нее, направили в госпиталь, понаблюдали здесь немножечко, поняли, что как бы легче не становится после обезболивающих, и направили в госпиталь. Вот. Мальчишку с фурункулами, вскрыли фурункул, все обработали, тоже опять-таки прописали антибактериальную терапию. Через 2 дня вернулся, уже стало все хорошо, гораздо легче. Поехали бы они в госпиталь? Нет, сложно сказать. Возможно, сидели бы дома, ждали еще до образования абсцесса или флегмона, а там это уже более серьезное осложнение. А вот в этом районе, где мы находимся, как он правильно называется? Ля Сальвия. Вот, что за люди здесь живут? Чем они здесь занимаются? Так как это прибрежный район, в основном мужчины занимаются ловлей рыбы, ловят рыбу и продают либо здесь, либо в Сальвадор. Женщины, я так понимаю, женщины больше по дому и работа в поле еще. Они здесь выращивают кукурузу, собирают ее, высушивают и потом вот семена вот эти разделывают, да, и продают. Дети тоже работают. Это для личных нужд или продают они? Нет, продают именно, чтобы деньги заработать. Ну и для личных нужд, я думаю, что оставляют тоже как бы как питание. Вот. Но с детьми здесь разговаривали тоже, они после школы помогают родителям вот именно, да, там перебирать эту кукурузу, разбирать, чистить и складывать. То есть в этом районе есть тоже школа? Здесь есть школа одна, да. Не знаю, если хочешь, мы можем до нее дойти. В принципе, это не сильно далеко. Школа — это одно название. Там просто как бы стулья со столом, накрыт тент такой большой, и все. И в ней учатся дети с 6 до 12 лет, все в одном классе. То есть они учатся там читать, писать, что-то. И один учитель, да? И один учитель, да, на них, на всех. А вторая школа, которая секундария у них называется, это в Эль-Розарио, это где-то час отсюда. То есть не все дети могут до нее добраться. Если у тебя нет транспорта, то ты туда просто не доедешь. То есть дальше, получается, они не учатся? Нет, некоторые не учатся. Некоторые здесь не учатся вообще, потому что у родителей нет цели дать образование детям, они как бы живут свою жизнь здесь, и ничего им другого и не надо, как будто бы. Ну, то есть они научили рыбу ловить, Да, научили... да, выжить ты сможешь, поле. да, в поле Работать. работать сможешь, руки, ноги есть, и как бы знать, как читать и писать тебе не обязательно. И они не заставляют детей ходить в школу, дети могут не ходить, и ничего им как бы за это не будет. Это ужасно, да, потому что иногда приходят, например, пациенты, ты у них спрашиваешь ваша фамилия, имя, отчество, отчества у них нет, ваша фамилия, имя, и они так невнятно его говорят, и ты просишь написать, чтобы найти в базе, они говорят, да, я писать не могу, и пытаешься вот так, как-то на слух. Это ужасно, да. То есть у вас есть какая-то база пациентов, да? Только что ты сказала про базу. Да, у нас есть такие Google таблицы, где мы ведем истории болезни. Там мы уточняем пациента, были ли они уже в клинике или нет. А у них есть и своя история болезни, где мы можем посмотреть, с чем они обращались, что им прописывали. Да. Ну, если по вашей базе смотреть, сколько человек обратилось к вам? Сколько историй болезни Да. у нас есть? 2200 где-то. Истории болезни, да. Просто мы не отсеиваем, да, там сколько детей именно в этой базе, сколько взрослых.
конкретно с какими заболеваниями, то есть у нас этой статистики нету. Ну, как бы не было надобности как таковой в этом. А так, да, вся информация есть. В заключение, твои рекомендации врачам, которые тоже хотят попробовать, как ты, поехать волонтером в другую страну. Как подготовиться? Ну, во-первых, не бояться. Если очень хочется, надо делать. Потому что мне было очень страшно, а сейчас я понимаю, что не так это страшно, как казалось, и все получится. Подготовиться надо с того, чтобы начать поиск организации, куда вы хотите поехать, узнать про эту организацию, чем она занимается, подать заявку, определиться, какой язык вам надо будет учить, начать учить язык и учить его каждый день. То есть секрета в изучении языка вообще никакого нет. У меня нет никаких способностей там, к сверхпамяти и всего остального. Просто ежедневно хотя бы час в день уделять тому, чтобы повторять одно и то же. И все. В этом успех. То есть ты начал язык учить только до прибытия сюда. До этого ты не интересовался испанским? Вообще не интересовалась, да. То есть даже живя в Аргентине, я не очень сильно учила язык, потому что как-то все не до этого, адаптация к новой жизни и все такое. Ну, там худо-бедно 2 раза в неделю что-то поделаешь. Но именно когда я начала заниматься с преподавателем от этой организации, да, там я уже начала учить каждый день. И после этого начался прогресс. Ну и практика в любом случае нужна. Если ты не практикуешь, то уйдет. Да. Я в Аргентине постоянно пыталась разговаривать в кафе с родителями в школе, одноклассников моей дочки, да. Постоянно там в гости, да, мы бежим, мы будем общаться. Это важно, да. Если вы не получили ответов на свои вопросы, не расстраивайтесь. Оставляйте в комментариях и подписывайтесь на наш канал. Мы обсуждаем вопросы подписчиков в новых подкастах с жителями Латинской Америки. Жду ваших комментариев, дорогие подписчики.